Привет, стримеры! Ну что ж, очередной стримерский год движется к концу. И я в полном понимании, что большинство из вас начнет какие-то предновогодние подготовки. Может быть, что-то своим зрителям захотите показать в конце года, тематическое или какое-то новогоднее, все обстановку сделать для ваших трансляций. И я решил в этом вам помочь, сделав вот такой свой какой-то подарок, вклад, не знаю, в вашу стримерскую деятельность. Надеюсь, оцените. Долго затягивать не буду. Готовил, точнее, вам этот подарок несколько дней. В него будут входить 2 алерта, которые вы можете себе быстренько установить. Все это бесплатно, в общем доступе, и используют тоже бесплатные все ПО и всякие тулзы. Как всегда, все при помощи стример-бота, OBS и интеграции и немножечко стримерской магии. Все это дело помещаем в OBS и делаем. И сегодня покажу, как установить полностью весь цикл, покажу, что это вообще, как это работает. И в конце вы сможете спокойно по шагам, точнее, все это дело себе забрать и установить. Поэтому затягивать не будем долго, let's go, погнали. Вот у нас такая OBS-чка. Здесь сцены, новогодний фоллоу у меня, вот вы экспортнете себе, вот в таком виде будет. Но об этом чуть попозже. Сейчас пока просто покажу демонстрацию, как это работает. Триггериться это все будет через стример-бота. При событии на данный момент стоит follow. Но можете и подписку сюда тоже воткнуть как триггер. Если не знаете, что такое триггеры и саб-экшены, welcome to my прошлый видос. Несколько там назад было, где я выдавал базу по стример-боту. Там посмотрите и поймете, о чем мы разговариваем. А потом сюда быстренько. Вот, будете немножечко по образованию. Вот, жму пока тестирование. Вот такая веточка появляется у нас здесь, название. Точнее, ник того, кто зафоловился или подписался. Дальше оно уезжает за кадр туда. Сейчас покажу поближе, как это выглядит. Вот там Дед Мороз в отражении проходит. На сцене примерно выглядит вот так. Ну, вот такая у нас сцена. Вы можете поместить этот вот новогодний фоллоу куда хотите. Вот он у меня стоит. Здесь для наглядности я разместил вот в этот уголочек. Можно вот так убрали. Все, значит, ветка как надо будет. Либо сюда. Вот. Выше тоже, ниже не надо делать, потому что здесь пустая зона, слепая. Вот. И вот так с любой стороны сверху можете себе это дело размещать. Вот так это выглядит на этой сцене. Издалека, да? Вот такой на фоллоу, значит, история вот такая. Можете опять-таки на подписку оставить. Здесь надо будет добавить тогда триггер подписки. Пока поддерживаются платформы Twitch, YouTube, VK Play и Trovo. Можно поставить еще Boosty и, возможно, группу ВК. Следующий алерт немного мудреней. Это у нас алерт, который срабатывает от донатов. Ну и донатов со следующих платформ, да, которые у нас поддерживает интеграция Donation Alerts, Donat Pay, Donat Stream и Donate. Можно еще при желании Boosty подключить. Вот, например. Значит, он немного мудреный, двухступенчатый по сути. Для начала у вас будут включены вот здесь 2 вот эти штуки. Их можно отключать, можно включать. Для чего? Вот показываю, здесь написано.
Если хотите включить озвучку сообщений, можно включить вот эти два. Если хотите пропустить, значит, историю с открыванием крышки, сейчас покажу, то надо вот здесь включить финал сразу. Вот такой подарок вылазит. Здесь появляется у нас сумма и... Всего тебе самого наилучшего в новом году. Побольше творческого энтузиазма и зрителей. Вот. И сообщение, значит, от донатера. Вот такой простой донат, но в нем есть немножко изюминка. А в чем она заключается? Если вы отключите здесь вот эту штуку, то сейчас я тестирую, но можно триггерить с донатов. Вот, я просто тестирую для упрощения, так скажем. Вот, подарок упал. Проигрался, и он у нас в некотором ожидании находится. Чтобы это ожидание оправдать, надо отправить вот такой смайлик. Эти оба смайлика у меня один есть на VK Play, если вы пользователь VK Play платформы, либо на Твиче. Отправляете, начинает, либо на Твиче тоже, да. Чтобы пользоваться, естественно, надо нажать follow и можете отправлять смайлики сколько душе угодно. Вот здесь отправляйте смайлики, начинает крышка немного прыгать. 5 штучек отправляете, подарков. Это можете делать зрители, можете несколько подряд, можете там поздравляю написать, например, и отправить подарок, неважно. Главное, чтобы в сообщении был этот смайлик. Далее крышка открывается. Появляется фейерверк. И здесь вылазит ник того, кто задонатил с фейерверком. После чего это все хозяйство исчезает. Давайте посмотрим, как это выглядит на сцене. Вот у нас сцена такая, где у нас вот этот follow alert вылазит, например. И этот тоже запустим. Вот он небольшой, можете его делать поменьше, побольше, там куда-нибудь себе на вебку поставить. Вот. В общем, любой элемент сцены себе размещаете, и вот он в таком образе стоит. Отправляете 5 подарочков. Точнее, 5 сообщений с подарком. Вот, отправляем. Все, и крышечка уезжает. Вот такой вот интерактивный подарочек. Значит, ну вот вроде как с демонстрацией закончили. Давайте теперь покажу, как это все дело установить. Если вам, конечно, это все понравилось, давайте одновременно посмотрим, еще раз запустим. Вот. Сейчас включу здесь сразу, чтобы без крышечки. Вот такой комбо. Вот, теперь давайте расскажу, как это все установить. После того, как вы скачали архив, который, ссылки все, естественно, в описании будут, вам надо установить несколько плагинов. Так, давайте это все закроем. Вот, вам надо несколько плагинов установить, список которых я дам внизу в описании. Значит, чтобы установить плагины, я думаю, там сами разберетесь. Если плагины не устанавливали ни разу, видосы посмотрите. Просто переходите, гуглите название плагина, жмете скачать инсталлятор, жмете далее. Либо используйте StreamUp плагин инсталлер и, собственно, эти плагины устанавливаете. После установки плагинов
перезапускаете OBS-ку, естественно. Я надеюсь, что у вас уже установлен StreamerBot, как минимум. Если нет, тогда тоже StreamerBot устанавливайте. Мини-чат тоже устанавливайте. Настраивайте по видосам, которые я делал раньше. Без них это дело работать не будет. Вот. Собственно, запускаете StreamerBot. Вот такой он пустой будет. Как коннектиться к сервисам я тоже рассказывал чуть раньше в видосе про интеграцию, поэтому тут останавливаться не буду сильно. Перетаскиваем это, импортируем, значит, вот файлик новогодний алерт SBot называется. Если у вас не перетаскивается, правой кнопкой открываете с помощью блокнота, копируете всю вот эту строчку и сюда вот в это окошко вставляете. Вот в таком виде она будет у вас, огромная, длинная. И вот это все с интеграцией вместе. Интеграцию устанавливать не надо, она здесь уже сразу зашита, последняя версия на данный момент, которая... Если у вас более новые уже, и вы там лутанули это в следующем году, да, там в 2005, то тогда переустановите свою поверх еще раз. Нажимаем Yes. Вот, не забываем, что нам надо провалиться в очереди. И здесь активировать, если они у вас не активированы. Дальше здесь провалиться сюда сервер-клиент, WebSocket. Здесь Reconnect, автоконнект сделать. И Connect. Здесь у вас будет дисконнекта, наверное. Нажмите Connect. Все, на этом все. Если у вас ничего не было установлено. Вот, на этом установка в StreamerBot закончена. Дальше. Установив плагины, которые указав ниже, открываем OBS-ку. Создаете отдельно, пока предварительно отдельную сцену для тестов, да, что у вас все заработало. Ну там нулевая сцена, новогодний алерт, например. Далее переходите в сервисы, Source Copy, Load сцену. И выбираете вот этот JSON файл, который называется новогодний алерт. Все, немножечко ждете, и у вас подгружается все это дело. Оно разбросано, можете себе наверх откинуть вот эти две с шариками, остальные можно не трогать. И после установки вам надо, если у вас нету сцен больше, создать еще какую-нибудь, неважно с каким именем, просто переключиться туда-обратно. Это нужно для инициализации некоторых фильтров, поэтому просто создали ее, можете нажать удалить, и он дальше. Только вдумчиво это делайте, не удалите свою основную случайно. И он, видите, обратно переключился на этот новогодний алерт. Все. И по сути у вас должно все заработать. Давайте проверим. Вот этот StreamerBot новый. Проверим, что он у нас подключился. StreamApps пройдем здесь. Все, видите, камера, аудио, рабочий стол, перчатка. Значит, не тот OBS у меня видит. Сейчас поменяем, ничего страшного. Disconnect. Не тот порт. Все. У вас порт не надо менять, у вас подконнектится по умолчанию в нужную OBS. Так, сервер проверим на всякий случай. Все, здесь у меня законнекчено, только непонятно почему перчатка. Сейчас проверим. Вот, все нормально. Видите, работает. Триггерится. Вот это на Core Test Trigger. Можно правой кнопкой тест триггер сделать. На Core Test вот этом. И будет у вас тест триггера. На всякий случай сюда тоже сходите.
Здесь вот видите, включено это все пропуски. Если захотите... Ой, это не тот. Это давайте закрою, чтобы не путаться. Вот, значит, у вас здесь отключено будет пропуски, чтобы сразу со смайликом, да, работало и без озвучки. Если вдруг вы используете озвучку Donation Alerts. Главное, ребята, что вам надо обязательно Donation Alerts, если используете их сервисом для сбора денег, обязательно разместить какой-нибудь ссылку на их алерт себе на стрим. То есть где-нибудь, ну, можете хоть на эту сцену добавить источник браузер и воткнуть их алерт, да, потому что есть ошибки, есть прецеденты, где люди, которые чисто используются для сбора средств, этим сервисом им блочат вывод средств. Поэтому просто добавьте себе, можете там звук выключить у этого источника браузера, увести куда-то в сторону или вот в маленькую такую пиксельную штуку превратить где-нибудь, чтобы не видно было, отключить там всякие имена и гифки и так далее, неважно. Вот, но главное, чтобы была ссылка и этот сервис был у вас в OBS, потому что когда вы онлайн, там вроде как данные передаются о том, что это дело все онлайн. Что вы не онлайн находитесь и пользуетесь их сервисом. Короче, ну, я вас предупредил. Вот, значит, ну и здесь включаете вот эту штуку, выключаете, эти включаете, и будет озвучка у вас. Либо админ чата озвучка. Если этой озвучки нету, админ чата, тогда здесь можно включить. Ну, в общем, побалуйтесь. Вроде как бы все по установке, не знаю, какие-то вещи. Вот. Еще смотрите, если, например, да, вам надо, хотите поменять вот цвет шарика, да, ну не нравится вам такой. Здесь я вам добавил фильтры на вот на сцену шарик. Здесь вот есть, подсветил специально шарик, горлышко. Вот здесь есть фильтры. Цвет. Здесь просто сдвиг оттенка делаете и выбираете, какой цвет. То есть, ну, нравится, например, синий, да? Ищите, нет синего. Окей, не страшно. Берем добавить цвет и меняем здесь на синий. Теперь он у нас синих оттенков. И делаем сдвиг оттенка на синий. Все, то же самое делаем с горлышком. Фильтры. Здесь выбираем синий. И сдвиг оттенка на синий. Все, чик. Все. И теперь у нас шарик будет синий. То же самое можно сделать с бантиком. С наклейкой, например. Вот на наклейку, ну тут единственный фильтр надо наложить. На фильтр цвета, да. Вот здесь, если что, коррекция цвета находится. И можете менять, какую наклейку хотите, какого цвета. Вот. И подарок, здесь у меня бантик есть. На бантик лучше на всю сцену сразу фильтр наложить. Такой тоже можно, прикиньте. Коррекция цвета делаем и сдвиг оттенка. Вот, и давайте посмотрим, что у нас получилось по итогу на сцене, на основной. Сюда тест, сюда тест. Вот появился такой шарик и шарик. Ну здесь потому что сцена не добавлена, да? Здесь на сцену, вот на сцена 2. Вот видите, шарик стал, эта ленточка стала фиолетовой. Можете лента подарка еще здесь тоже накинуть на сцену. Вот, коррекция цвета, сдвиг оттенка, и будет у нас тоже тут фиолетовый. Вот по итогу тут фиолетово, ну крышка немного, да, там красная. Ну, бывает. Вот, крышку не покрасил. Вот, можно целиком весь подарок покрасить, например, но это сюда надо. Вот, ну, в общем, суть поняли. Вот, можно весь поменять цвет сразу вкупе.
В общем, суть поняли, да? Веточку тоже, если хотите, можете поменять свою, цвет поменять там и так далее. Шарик, если хотите подарок перекрасить, тоже можно. Как на всех сценах, да, вот у меня подарок, передняя стенка, берете, меняете тут свой логотип какой-нибудь добавляете. Это рисунок, да, все в рисунках, естественно. Вот, берете вот это заднюю стенку, ну, в общем, поняли, да, крышка. Крышка отдельно, да, крышка вот здесь. Здесь тоже взяли, поменяли, что-то свое захотели, добавили. В целом все кастомизируемо легко. То есть открываете редактор графический, в нем, ну, там, Photoshop или еще что-то. И меняете на свой вкус. Как хотите, все кастомизируемо. Как и все мои работы, которые я делаю. Любой не разбирающийся в этом человек может вполне себе, в скобочках, человек-стример, да, может себе установить. В общем, вот такой, ребят, получился видосик. Спасибо, что досмотрели до конца, до этого момента. Надеюсь, вам понравился, и вы уже не терпится вам его себе установить. Всех, ребят, с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы у вас было побольше стримерских начинаний, побольше стримерского такого задора какого-то, чтобы никогда руки не опускались, чтобы как можно позже к вам пришло это страшное слово, как выгорание. Возможно, оно кому-то вообще не приходит, и, скорее всего, я это вам тоже пожелаю, поэтому, ну и зрителей побольше, кто мы, стримеры без зрителей, и побольше делайте контента, заходите ко мне в соцсетки, подписывайтесь, заглядывайте на стриме, будем общаться. И, собственно, с Новым годом наступающим. Все, всем счастливо, пока.